Всем привет, с вами снова Леша, и сегодня у нас обзор аудиоинтерфейса, который, я думаю, не нуждается в особом представлении. Это Scarlett Focusrite 2i2, обновленная версия второго поколения. Поехали! Для начала глянем на комплектуху. Итак, как говорится, вскрытие покажет. Открываем. Все довольно аскетично. Ну, на самом деле, я, как всегда, вру вам, и коробку мы уже, конечно же, открывали. И здесь вот у нас дан код. Код, присущий именно вот этой единственной модели кирпичика. Он дает какие-то привилегии на сайте Focusrite. В частности, можно скачать, насколько я помню, это какие-то софттюбовские плагины. То есть там компрессоры, эквалайзеры, всякие эффекты, довольно, кстати, неплохие. Вот, поэтому мы все заклеили, и вы ничего не увидите. Вот так вот. Также в коробочке есть силикагель. В коробочке есть проводочек такого ярко-красного цвета USB. Ну и в коробочке, вполне естественно, есть сама карта. Коробочку пока отложим куда-нибудь сюда. Вот, сама карточка, о ней чуть-чуть попозже, чуть-чуть более конкретно. Также есть какой-то маленький, совсем тонюсенький листочек, я так понимаю, о безопасности. Вот, не суйте пальцы в розетку, дети. Это очень важно. Теперь давайте чуть-чуть поближе посмотрим на саму карточку. Коротенько пробежимся по разъемам и органам управления. Передняя панель. 2 входных канала на комбо-входах. Можно подключать и джеки, и XLR. Сразу замечу, что на этих 2 каналах есть переключатели режимов для согласования высокоомных подключений. А точнее, всеми нами любимый Hi-Z. Раздельное усиление первого и второго канала. Индикация для 2 каналов выполнена в виде такого ободка вокруг ручки усиления сигнала. Очень красиво. Фантом на 48 вольт для конденсаторных микрофонов. Тумблер для выбора сигнала, идущего на мониторинг. При включенном положении на майнаут и уши подается сигнал извне, так называемый Direct сигнал. А в положении Off этот самый Direct отсекается. Довольно полезная вещь, позволяет настроить для себя мониторинг при записи инструмента. Хотя обычно это все делается с помощью регулятора баланса. Есть возможность задавать соотношения, и, не скрою, такой вариант более комфортный, ну, по крайней мере для меня. Здесь же у нас регуляторы усиления для майнаут и под phones. Раздельные, конечно же. Ну и выход под ушки. А сзади имеются замок Kensington, выход под USB 2.0 и стереовыход на 2 джеках. Немного характеристик вот этого кирпичика. По записи. Преобразователь выдает частоту сэмплирования вплоть до 24 бит 192 кГц. Частотный диапазон 20 Гц на 20 кГц. Диапазон усиления 50 дБ. Эта цифра относится как к входному усилению, так и к усилению общему выходному. Динамический диапазон 106 дБ, тут также ко входу и к выходу. Карточка поддерживает дрова Asio for All версии 2.0. Не будем забывать, что это так называемый second generation, то есть второе поколение. Какие же отличия привнесли в обновленную версию вот этой вот карточки? Ну, во-первых, это новые микрофонные предусилители с более линейной регулировкой гейна. Также преобразователи теперь работают, как я уже сказал, до 24 бит на 192 кГц, вместо 96 кГц, как на прошлой модели. Снижена задержка, теперь она составляет 2,74 миллисекунды. Также нам поставили сюда встроенную защиту аналоговых схем на входах и выходах от перепадов напряжения. Ну и в довершение увеличенный до 13 дБ максимальный уровень для инструментальных входов. Настало время тестов, давайте воткнемся в этот кирпичик и что-нибудь с вами запишем на него.
Посмотрим на работу звуковой карты. У нас параллельно пишутся два канала, то есть это гитара, которая приходит вот наверх, первый канал, и микрофон, то есть вокал, который приходит у нас во второй канал. Прошу заметить, что мы пишем все параллельно, мы пишем все раздельно, поэтому на этапе постпродакшена можно будет отдельно подмешивать сигнал, точнее обработку подмешивать отдельно как к гитаре, так и к голосу. Ну, теперь давайте немножко послушаем гитарный звук. Итак, Focusrite Scarlett 2i2. Что здесь скажешь? В своем сегменте это один из фаворитов. Сам использую дома Scarlett. В целом, по своему опыту, очень доволен. По поводу драйвишек, как я уже сказал, ASIO for All распознает карточку моментально. Если есть деньги, то можно смело брать. Благо, все сейчас, я думаю, наслышаны о том, какие составляющие части используются в этой карточке. В частности, о преампах тех же самых скарлеттовских. Ну, а на сегодня, наверное, все. Всем пока и до скорых встреч!